Сегодня начался суд по резонансному делу Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика и других политзаключенных. Процесс ведется в закрытом режиме в Гомельском СИЗО. На него допустили только провластных пропагандистов, которые не упустили возможности поиздеваться над политзаключенными, выкладывая кадры заседания с язвительными комментариями. Дела 6 блогеров и политиков объединили в одно, обвинив мужчин в заговоре с целью устроить массовые беспорядки в стране, для чего они якобы создали информационную сеть, с помощью которой разжигали социальную рознь и призывали к насилию над силовиками и чиновниками. По мнению следствия, Сергей Тихановский для этих целей вербовал людей, используя свой канал «Страна для жизни». Обвиняемым также вменяют то, что они использовали легальные предвыборные пикеты, чтобы разжигать бесчинство толпы. Народный лидер Светлана Тихановская перед началом политического процесса над своим супругом выпустила видео, в котором ответила, что от каждого из нас зависит то, как скоро герои смогут вернуться домой. Она подчеркнула, что после задержания мужа и собственного вынужденного отъезда из Беларуси ее дети ни разу не видели отца. Но 11-летний Корней уже прекрасно понимает и объясняет младшей сестре, что папа в заложниках у режима. Отметим, что фигуранты дела ни разу не пошли на сделки с незаконной властью. Некоторые из них держали голодовки и резали руки в знак протеста, оставаясь гордыми, непоколебимыми людьми. Маланка продолжит следить за ходом этого процесса. Подписчики телеграм-канала «Матолька» сообщили о том, что журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега были замечены вчера в парке Горького в Минске. Пара давала интервью для одного из провластных телеканалов, а в отдалении незаметно кружились стихари. Правда, фото очень размыто, и рассмотреть, правда ли это, крайне сложно. В свою очередь, режимные телеграм-каналы произошедшее не отрицают, а даже наоборот. Предложили оппозиции запастись попкорном. Важно отметить, что совсем недавно Светлана Тихановская на встрече с представителями ЕС заявила, что Лукашенко собирается перевести политзаключенных журналистов на домашний арест. Связано это с усилением санкций, что вынуждает нелегитимного начать торговаться с Западом. Однако народный лидер Беларуси подчеркнула, что торговля политзаключенными не поможет режиму избежать колоссального давления. На Западе все понимают и не намерены отступать. После того, как на днях стал известен поименный список пособников режима, которые попали под новые европейские санкции, его фигурантам дали понять, что Европа шутить не намерена. Так, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний мира, Total Energies, намерена отказаться от покупки нефти у российского бизнесмена Михаила Гуцериева. На этой неделе французская компания выставила заявку на покупку груза с перевалкой в Балтийском порту Приморск, требуя, чтобы партия нефти полностью соответствовала санкциям ЕС. Это плохие новости для Гуцериева, поскольку его крупнейшими активами являются Руснефть и Нефтиса, суммарно добывающие около 14 миллионов нефти в год. Важно отметить, что под санкции всегда попадает не только человек, но и компании, где он является участником с долей 50% и более. Таким образом, крупный нефтедобывающий бизнес олигарха в один момент оказался под ударом. И все это из-за крепкой дружбы с нелегитимным. Как отмечает агентство «Интерфакс», на рынке сейчас очень осторожно относятся к нефтекомпании Гуцериева из-за опасений попасть под санкции. При этом основным покупателем Руснефти является швейцарский трейдер Glencore. Что ж, не выбирайте в друзья диктаторов и спите спокойно. Ворвались в квартиру, надели наручники и избили. Так, вчера в Жодино проходило задержание врача-невролога Центральной городской больницы Владислава Кузнецова. Перед задержанием похитители отключили свет в квартире бабушки, где живет медик. Затем постучали в дверь. Когда пенсионерка спросила, кто пришел, у нее попросили ключ от электрощитка, и женщина открыла. Зачем нужно было врываться в квартиру таким изощренным способом, непонятно. Видимо, служители режима не умеют действовать по закону и каждый раз прибегают к бандитским методам. После задержания медика увезли в ГУВД, а из квартиры забрали всю технику и телефоны. Причины произошедшего пока выясняются. Важно отметить, что Владислав Кузнецов инвалид 2-й группы, имеет в анамнезе онкозаболевания. На одной из крупнейших в Беларуси тепловой электростанции в Новолукомле вчера произошел пожар, в результате чего без света остались некоторые населенные пункты Витебской и Могилевской областей. Как прокомментировали ситуацию в Белэнерго, причиной пожара стала аномально жаркая погода, которая и спровоцировала повреждение измерительного трансформатора. Ночью электричество было восстановлено, никто из работников станции не пострадал. Кроме того, на заводах «Нафтан» и «Полимир» в Новополоцке тоже произошли пожары. Но в МЧС эту информацию опровергли, пояснив, что из-за вынужденной остановки цехов на предприятиях просто зажглись аварийные факелы. По информации телеграм-канала «Беларусь головного мозга», в стране начался настоящий апокалипсис. Кроме Могилева и Витебска, электричества не было также в Минской, Брестской и Гомельской областях. А в некоторых городах люди вот уже несколько дней живут без воды. Если у вас вдруг тоже наблюдаются проблемы с водой или электричеством, пишите нам в комментариях под этим видео.
В попытках заставить белорусов забыть о реальном положении дел в стране приспешники режима активно заполняют информационное поле инициативами различной степени абсурдности. Сфокусированы они преимущественно на событиях многолетней давности, в частности Второй мировой войны. Вслед за историей с признанием БЧБ флага нацистским так называемые правоохранители добрались и до ветеранов. Как сообщают подписчики телеграм-канала «Нехта», кошмарят даже лежачих стариков. В описанном случае силовики потребовали доставить в отделение бывшего узника концлагеря, которому уже за 90. Он не говорит и слабо реагирует на происходящее. Все для того, чтобы ветеран рассказал о геноциде белорусского народа. В ответ на закономерный отказ родственников милиция потребовала, чтобы явился внук и рассказал, что слышал о деда. В противном случае обещали вызвать молодого человека на допрос, хотя для этого должно быть заведено дело или составлен протокол. Впрочем, сочинение административок и уголовок на любого, кого режим сочтет врагом, для них дело обычное. Пользуясь случаем, отметим, что подобные вызовы с требованиями рассказать о каких-то исторических событиях противозаконные. Сам факт такой встречи представители режима могут использовать для искажения истории в своих интересах. К слову, о личных интересах нелегитимного. На днях стало известно, что Беларусь направит в Латвию запрос в отношении 22 ныне живых эсэсовцев по поводу их дальнейшего привлечения за геноцид. Судя по всему, в понимании Лукашенко идея суда над столетними латышами выглядит куда более привлекательно, чем суд над собой и своими красавцами. Ведь, как водится, бревно в собственном глазу Лукашенко замечать не хочет. Друзья, сегодня в 20:00 подключайтесь к нашему специальному прямому эфиру с моей коллегой Екатериной Пытлевой, где представители инициатив плана Перамога и Рабочий рух ответят на самые частые и острые неудобные вопросы. До встречи завтра и живе Беларусь!